Привет всем! Как улучшить свое произношение? Как начать говорить по-русски быстро и более свободно? Как начать думать на русском языке? Сегодня я хочу поговорить об этом и рассказать вам об одной мощной, очень мощной и секретной технике, которая называется shadowing. И в первой части этого видео я вам просто расскажу об этой технике, а во второй части мы будем практиковать, потому что практика это самое-самое главное. Поэтому я рекомендую вам досмотреть это видео до конца, и я уверен, что вы найдете какие-то новые идеи для вашей повседневной, ежедневной практики русского языка. Погнали! Как вообще происходит процесс изучения русского языка? Как вы изучаете русский язык и что вы делаете? Ну, я могу предположить, что у вас есть учитель или наставник, который помогает вам изучать грамматику, корректирует вас и объясняет какие-то правила и концепции языка. И это круто, это хорошо. Может быть, вы периодически или часто слушаете различные материалы на русском языке. Подкасты, аудиокниги, да, смотрите видео на YouTube или читаете книги. И в итоге ваши знания грамматики, они совершенствуются. Ваш словарный запас, да, он растет. Ваши навыки восприятия на слух, они тоже улучшаются. Но что делать с говорением и с произношением? Как улучшать эти навыки? Конечно, если у вас есть русские друзья, или вы живете в России, проблем нет. Идите и разговаривайте, идите и общайтесь с ними, с этими людьми. Закройте это видео и идите разговаривайте. Если вы по скайпу занимаетесь с учителем, окей, 1 или 2 раза в неделю вы можете 30-40 минут поговорить с учителем, с русским человеком. Но достаточно ли этого? Достаточно ли этого, чтобы действительно добиться прогресса? Я в этом сомневаюсь. И особенно, если ваша цель научиться говорить мягко, плавно, быстро, не думать долго, когда вы говорите, и использовать те выражения, которые мы используем в России. Самое лучшее, что вы можете сделать, если у вас нет русских друзей и регулярного общения, это использовать технику shadowing. То есть имитировать общение, каждый день уделять этому время. И сейчас я расскажу поподробнее. Первое. Подготовка. Вам нужно найти те материалы, которые для вас интересны. Потому что вам нужно повторять их несколько раз. Поэтому они должны быть интересными и приятными, правда? Конечно. Окей. Следующее. Они должны соответствовать вашему уровню, да, то есть не быть слишком быстрыми или слишком сложными. И сегодня для практики мы возьмем отрывок из одной истории из моей membership программы. Хорошо? Второй момент, да, подготовки. Это мы должны несколько раз прослушать
этот отрывок, чтобы полностью его понимать, да, чтобы понимать, о чем этот и отрывок. Нам не обязательно понимать всю грамматику, это не обязательно, но нам обязательно нужно понять суть. Итак, сама техника. Первый момент. Мы проигрываем одну фразу целиком, да, фразу или предложение, и затем мы нажимаем на паузу и повторяем за спикером. Сейчас мы попробуем, минуточку. И наша задача не только механически повторять слова, но обязательно скопировать интонацию. Да, интонация. Это очень важно. Это гораздо важнее произношения звуков. Да, это гораздо важнее. Копировать эмоции. Да, эмоции. Я хочу говорить по-русски хорошо. Нет. Я хочу говорить по-русски хорошо. Вот. Интонация и эмоция. И, конечно, копировать произношение. И в этой части мы можем смотреть в текст. Да, мы можем смотреть в текст. Вторая часть — это сама техника shadowing. Итак, мы включаем весь отрывок. Да, первое. Мы включаем весь отрывок, и мы начинаем повторять за диктором или за спикером сразу же. Мы не ждем, пока он закончит фразу. Мы можем делать ошибки, произносить что-то неправильно. Это нормально, это окей. И в этой части нам нельзя смотреть в текст. Нам нужно только слушать, да, или смотреть на человека. И ваша практика будет намного эффективнее, если вы сможете записать себя на диктофон, да, сделать запись и потом сопоставить, да, оригинал и вашу запись, да. Поэтому это очень-очень вам поможет, друзья. Это наш отрывок текста. Да, вот это наш текст. Давайте послушаем аудио сначала и попытаемся понять, о чем речь. Окей? Так, поехали. Однажды во время охоты Никита увидел красивую белую девушку. Он пошел к шаману. «О, шаман, помоги мне жениться на ней! Проведи ритуал любви!» «Нет», — ответил шаман и ушел. Никита не спал всю ночь. Он не мог заниматься никаким ремеслом. Утром он снова пошел к шаману, но шаман ему отказал. Никита пережил 5 тяжелых дней, и каждый день он ходил к шаману. На 6-й день шаман сказал: Хорошо, давайте сейчас повторим фразы, да? Вот как мы это делаем. Однажды во время охоты Никита увидел красивую белую девушку. Вау. Однажды во время охоты... Однажды во время охоты Однажды во время охоты Никита увидел красивую. Никита увидел красивую. Никита увидел красивую. Белую девушку. Белую девушку. Он пошел к шаману. Он пошел к шаману. О, шаман, помоги мне жениться на ней. О, шаман, помоги мне жениться на ней. Обязательно используйте ваши эмоции. Это поможет вам запоминать слова и звучать более естественно.
Окей, и так каждую фразу мы повторяем за спикером, да, и затем мы начинаем просто повторять во воспроизведения. Давайте попробуем. Никита увидел Однажды во время охоты Никита увидел красивую белую девушку. Он пошел к шаману. О, шаман, помоги мне жениться на ней. Проведи ритуал любви. Окей, в этот раз вы не смотрите в текст, вы только повторяете. Однажды во время охоты Никита увидел красивую белую девушку. Он пошел к шаману. О, шаман, помоги мне жениться на ней. Проведи ритуал любви. Нет, ответил шаман и ушел. Никита не спал всю ночь. Он не мог заниматься никаким ремеслом. Утром он снова пошел к шаману. Но шаман ему отказал. Однажды во время охоты Никита увидел красивую белую девушку. Он пошел к шаману. О, шаман, помоги мне жениться на ней. Проведи ритуал любви. Нет, ответил шаман и ушел. Никита не спал всю ночь. Он не мог заниматься никаким ремеслом. Утром он снова пошел к шаману, но шаман ему отказал. Никита пережил 5 тяжелых дней, и каждый день он ходил к шаману. На 6-й день шаман сказал: Итак, друзья, это все на сегодня. Я надеюсь, вам понравилось. Напишите в комментариях, что вы думаете. И до встречи в следующем видео. Пока-пока!